Здравствуйте! Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня у меня для вас увлекательное видео. Три канала, баннеры которых вы сейчас видите на своих экранах. А это мой канал «Уральская кудесница», канал Мисса Вадыним, хозяйка этого канала Милена Щепак, и канал Алла Кобец, хозяйка этого канала Алла Кобец. Решили сделать работы, но это будут не просто работы, а работы в одной цветовой гамме. И назвать наш проект мы решили «Шьем монохром». Итак, условия нашего проекта. Это только цвет. Все должно быть в одной цветовой гамме. Ткань, фурнитура, нитки, декоративные элементы. В общем, все. Для меня это, конечно, очень увлекательный проект, и мне самой интересно, как я справлюсь с поставленной задачей. Для своей работы я выбрала ткань зеленого цвета. Посмотрите, какое большое разнообразие зеленых оттенков у меня на столе. С тканью было очень просто. В магазинах достаточно много продается ткани в зеленых оттенках. Бязь, фатин, органза, плащевка. Посмотрите, здесь у меня шифон. В общем, много тканей зеленого цвета. Что я не могу сказать про фурнитуру? Фурнитуры зеленого цвета не так много. Но если она есть, то эта фурнитура не подходит по цветовой гамме друг к другу. Посмотрите, у меня есть вот такая салатовая пряжка и вот такие алюминиевые зеленые колечки. Между собой, мне кажется, этот зеленый цвет как-то не гармонично смотрится. То есть вот такой салатовый с такими колечками. Есть у меня еще вот такие наконечники. Вот они как-то к колечкам подходят. В общем, буду что-то делать, буду фантазировать и подбирать фурнитуру, как и были поставлены условия нашего проекта. С молниями тоже гораздо все проще. Молний у нас сейчас много, они тоже разнообразные. И вот я, скорее всего, буду еще использовать вот такую пряжу. Это турецкий мохер, очень красивый. Посмотрите, это нить меланж, несколько зеленых оттенков. Здесь вот такие кустики. В общем, все оттенки зеленого я буду использовать в своей работе. Но сначала для своей работы я, конечно, сделаю основную заготовку. Подробно останавливаться, девочки, я об этом не буду, так как на моем канале есть такое видео. Обязательно оставлю ссылку. Но основные элементы по работе над этой заготовкой, конечно, я прокомментирую. Итак, я начинаю. Первое, что я сделаю, создам арт-полотно для лицевой стороны своей сумки-косметички. Для этого я буду использовать несколько техник. Немножко пиццы, немножко Crazy Wool. Итак, взяла несколько материалов. Первый материал — это у меня техническая серая ткань, которая находится внизу. Мне надо, чтобы мое полотно было жесткой формы. Сверху у меня бязь зеленого цвета. Затем я работаю на листе пенопласта, в который очень хорошо вкалываются иголочки. Итак, первый слой техническая ткань, затем у меня идет бязь. Дальше я беру иголки и вкалываю по всему периметру заготовки. Иголками я прокалываю два слоя ткани, это бязь и техническая ткань, и дальше иголочки очень хорошо входят в пенопласт. Делаю это для удобства. Что мне это дает? Дальше, когда я буду раскладывать на своей заготовке шерсть, а у меня это будет турецкий мохер, я буду шерсть обводить вокруг этих иголочек и контролировать натяжение шерсти. Мне так нравится больше. Но можно этого не делать. Можно шерсть просто раскладывать пучками. В данный момент я решила добавить немножко лоскутов зеленого цвета. Такой светло-светло-зеленый. Я бы сказала, это фисташковый цвет. Остатки от предыдущих проектов. Ну а это основной материал, из которого будет сделано мое арт-полотно. Посмотрите, это турецкий мохер. Нить сама по себе неоднородная. Имеет включение вот такие кустики. И сама расцветка нити меланж. Здесь несколько расцветок зеленого цвета, что полностью соответствует моей тематике. От светло-зеленого салатового до болотного цвета. Итак, как говорила ранее, нить можно раскладывать пучками, а можно натягивать между иголочек. Что я и буду делать. Сейчас просто в хаотичном порядке буду обводить свою нить вокруг иголочек, контролируя натяжение нити. Никакого здесь у меня рисунка не будет. Просто хаотичное расположение нити. Нити будут, правда, располагаться в перекрест друг к другу, то есть не в одном направлении. Работу с мохером я полностью закончила. Рисунок я выложила. Меня все устраивает. Мой рисунок напоминает мне болото Шрека. Теперь по периметру я убираю все булавочки.
и аккуратно работу переношу на гладильную мини-доску. Делать я это буду для того, чтобы убрать полностью тот объем, который у меня получился, а также при обработке высокой температурой лоскутки ткани и нити между собой еще сами по себе сцепятся, что создаст дополнительное удобство при работе с полотном в дальнейшем. Итак, я намочила кусок бязи, накрыла работу и пришпариваю утюгом. Утюг я по работе не передвигаю, я его просто переставляю с одного места на другое. Стегать я буду стежкой мозги и стегать буду по материалу, который недавно приобрела в магазине Леонардо. Это водорастворимое нетканное полотно без клеевой основы. Размер у него небольшой и цена у него тоже небольшая. По-моему, стоит 37 рублей. Самое главное, что у него хорошая плотность и он растворяется в воде. Первый раз буду работать с таким материалом. Посмотрю, как оно себя ведет в работе. И если мне понравится, приобрету еще несколько таких кусков. Итак, сейчас я достану, вырежу тот размер, который мне нужен. Накрою работу. И, конечно, прежде чем пойти на стежку, я все это приколю большим количеством булавочек, чтобы моя нить, которая расположена внутри, то есть мохер, никуда не убежал и не сдвинулся. Стежку я полностью сделала, и что хочу сказать, мне очень понравилось стегать по этому нетканному полотну. Одно удовольствие, все видно, все понятно и все ниточки на месте. Теперь я его уберу при помощи теплой водички, немножко сейчас еще добавлю кипяточка и покажу, что получилось. Решила я доукрасить свое полотно. Кажется, оно мне немного грустным. Взяла материалы для вышивки. Все в тех же зеленых оттенках. Бисер, пайетки, бусины и нити мулине. Сделаю вышивку. И, наконец-то, мое арт-полотно будет готово для дальнейшей работы в этом проекте. В нашем совместном проекте я буду делать большую дорожную косметичку. Но, как и говорила ранее, она у меня будет вся в зеленых оттенках. Перед вами выкройка моей косметички. Форма достаточно популярная. Многие мастера шьют такие сумочки, но и косметички. Я, конечно, не исключение. Мне эта форма тоже нравится. Моя косметичка будет большая. Высота ее 23 сантиметра, донышко 32 сантиметра, вверх 28 сантиметров. Она у меня идет трапецией. Вот такая выкройка. Затем я сделала выкройку еще донышка, которая плавно переходит в боковинку. Самое широкое место 16 сантиметров, самое узкое место 12 сантиметров. То есть она у меня тоже сужается, идет трапеция. Еще есть две выкройки. Это выкройка верха, по которой пришивается молния. На бумаге я выкраивать не стала, так как это очень простая выкройка. Две полосы ткани, ширина 7 сантиметров каждая и длина ее 52 сантиметра. Все, очень просто. Ну а теперь я покажу, что я сделала за кадром. Я очень много работы сделала, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Итак, это одна из половинок моей сумки. Это у меня бязь зеленого цвета. И чтобы бязь сделать более веселой, я сделала декоративные строчки на машинке. У моей машинки несколько декоративных строчек. Я их просто проложила по диагонали. И тем самым, мне кажется, ткань стала интереснее. Но чтобы уплотнить бязь, я ее сделала вот на такой технической ткани. То есть у меня был сэндвич. Техническая ткань. Сама бязь, которую я проклеила флизелином. Смотрите. И, в общем, у меня получилась вот такая замечательная половинка. Все, это одна половинка моей большой косметички. Донышко у меня вот из такой мебельной ткани. Это у меня остатки. В общем, вторая ткань – это мебельная ткань. Это у меня боковинки. Я их проклеила тоже остатками флизелина на 2 слоя, чтобы сделать их более жесткие. Итак, две боковинки. Затем у меня идет верхняя часть. Это вот как раз две полосы, которые имеют размер 7 сантиметров. И в длину они у меня, по-моему, 52 сантиметра. Посмотрите, они у меня тоже шивные, так как ткани было мало. И чтобы скрыть вот этот шов, что они у меня шивные, я также сделала здесь декоративные строчки. В поддержку одной из половинок сумки. Я думаю, это будет даже интересно. Единственное, что я их буду на сумке располагать вот таким образом. С одной стороны, с другой стороны. Итак, две половинки у меня есть. Затем у меня идет подклад. Подклад я сделала из
ткани плащевка. Это одна половина подклада. И это вторая половина подклада. На одной из половинок я уже сделала кармашек, чтобы было удобно. Затем у меня выкроен подклад на донышко. Также у меня выкроен подклад на вот эти детальки, куда пришивается молния. В общем, здесь я вам все показала. Затем у меня имеется вот такая зеленая болотная молния, которую я тоже буду использовать. И вот такие алюминиевые зеленые колечки. Очень сложно найти фурнитуру цветную, конечно, вообще. Но раз я нашла эти колечки, они у меня здесь в двух размерах, я их тоже обязательно буду использовать. Ну, наверное, буду использовать на ручке, чтобы как-то сделать работу поинтереснее. Итак, а теперь я вам покажу самую красивую часть моей косметички. Ну, и это я так считаю. Возможно, кто-то считает по-другому. Пам-пам! Мое болото Шрека, на котором расцвели цветочки. Прям очень нравится. Сделала вышивку обычной нитью мулине. Вот такие непонятные цветочки. Плюс пайеточки пришила с бисером. В общем, как-то украсила. Но это еще не все. Это, я считаю, тоже какая-то работа не законченная. И мне кажется, на моей косметичке она будет смотреться не очень. Поэтому я сделала рамку. То есть эту картину я сделала в рамку. Посмотрите, какая у меня рамка. Она у меня поддерживает прямо форму моей косметички. Это два кусочка бязи, которые я сшила между собой. Вырезала отверстие, отутюжила. Все. И теперь моя задача заключается в том, чтобы аккуратно пришить эту рамочку к моей работе. Я сделаю по краю строчку, и это у меня будет настоящая картина, которая обрамлена рамкой из ткани. Сейчас я это сделаю. Потом, после того, как я сделаю рамку, я приложу свою выкройку и выкрою деталь. Что я еще сделаю за кадром, чтобы не тратить ваше время? Я возьму одну из боковинок, простите за руки в кадре, вот верхнюю часть. И чтобы пришить к ней молнию, я сделаю сначала бейку, потому что сама по себе ткань мебельная очень толстая, и мне кажется, здесь будет как-то грубо смотреться. Поэтому я одну из сторон заготовки верхней обошью бейкой. Бейка у меня прямая в размере. Сейчас скажу честно, уже не помню, какой размер бейки. 4,5 сантиметра. То есть я проложу по краю вот так строчку. Потом беечку выверну таким образом. И уже к этому обработанному краю я пришью вот так молнию. У меня есть такой способ пришивания молнии в одной из косметичек. Тоже оставлю в конце видео ссылку. Если кому непонятно, пройдите, посмотрите. Ну, я думаю, здесь все понятно. Итак, прокладываю строчку, отворачиваю и строчку закреплю. Здесь я ничего прятать, подворачивать не буду, потому что здесь у меня будет пришит подклад. Итак, сейчас за кадром делаю вот эти две детали. Прошиваю бейки. И, конечно, дальше работаю вот с этой основной красивой деталью. Оформляю свою болотную картину в рамку. И возвращаюсь к вам. Рамочку я сделала, использовала тот же декоративный шов, который использовала на задней стенке сумки. И вот на заделке шва, где видно, что я продлевала детали. Все у меня, как говорится, в одном ансамбле. Но я поняла, что эта деталь сумки намного толще и жестче, чем задняя стенка. Поэтому я решила все-таки высечь немножко бязи. Теперь я это могу сделать смело, так как у меня бязь из двух половинок. Я просто ее вот здесь срежу до выкраивания. Срезаю, не боюсь, так как у меня все закреплено. Все лишнее убираю. Это мне уже ничего не нужно. Затем беру выкройку, прикладываю ее на деталь. И вот хорошо, что выкройка у меня на кальке. Я могу смотреть и двигать ее. Закалываю на булавочке. Посмотрела, чтобы у меня везде было красиво. Можно чуть-чуть ее приподнять.
обвожу, делаю небольшой припуск на шов и выкраиваю деталь. Деталь я полностью выровняла, приколола здесь на булавочке, чтобы она не отходила. И теперь я сразу прошью здесь подклад, то есть переверну работу, возьму подклад, сразу же по краю проложу строчку на одной детальке, то есть закреплю сразу же подклад с лицевой частью. Затем на другой стороне также сделаю, прикладываю подклад и делаю строчку. Все, это я сделаю. Затем я уже подготовила планочки для пришивания молний, верхнюю часть сумки, брала лишние нити. И так, как и говорила, расположены они у меня будут в разные стороны, эти декоративные швы. Возьму молнию. Молния у меня разъемная. Неправильно их сложила, выглядеть это все будет вот так. И пришиваю молнию к одной стороне. Делаю строчку прямо вот с этой планочкой. Можно постараться сделать строчка в строчку, а возможно сделать строчку рядом, либо на планочке, либо за планочкой. Тогда у вас получится декоративная отстрочка. Молнию я шила в 2 половинки при помощи все той же декоративной строчки. Затем, после того, как я пришила молнию, я пришила подклад. Сейчас покажу, как я иногда это делаю. Но так получается только в том случае, если у вас вот эта бейка широкая и не заделан ее край. Сейчас все покажу. Я переворачиваю работу на эту сторону. Беру подклад. Подклад у меня, девочки, тоже шивной. Не хватило мне ткани. Сейчас все переверну. Посмотрите, что я делаю. Я пришиваю подклад к бейке. То есть я вот так вот отворачиваю бейку. Накалываю это все булавочками. Скалываю 2 среза. Как и говорила, это можно сделать только на тех условиях, если у вас сама по себе бейка широкая. С узкой, конечно, так не получится. Тогда придется попадать шов в шов. Ну, это мои-то. Я не люблю усложнять, я люблю упрощать. Посмотрите, я приколола. Затем я прошью, потом я отворачиваю. И моя подкладочная ткань пришита к бейке. На машинке я буду пришивать вот таким образом. Я выверну вот так работу. И вот здесь буду прокладывать строчку. Так как здесь у меня не очень большая толщина, лапка вполне справляется с этой задачей. Половина лапки здесь, половина лапки здесь. В общем, девчонки, вот таким образом я отворачивала и прокладывала строчку с этой стороны. Все очень просто. Сейчас доделаю вторую половинку и буду выкраивать ручки. Сначала сделаю ручки, а потом уже буду сшивать всю полностью сумку. Продолжаю работать над своей сумкой. Очень многое сделала за кадром. Сейчас я вам все покажу. Пришила подкладочную ткань к одной стороне сумки. Также пришила подкладочную ткань к другой стороне сумки. Я вам говорила, что это сделаю. Затем пришила подкладочную ткань к боковинкам. Но здесь у меня еще не проутюжено, но ничего страшного. Сделала полностью верхнюю часть сумки. Молния у меня все пришито. Хлястики для ручки. Посмотрите, хлястики для ручки у меня пришиты только к верхней детали. Здесь у меня на подкладе ничего нет. Все внутри. Подклад я тоже пришила к краю. Мне так удобнее работать. Итак, хлястики у меня есть с 2 сторон. Они у меня из такой же бязи, из которой я шила заднюю часть сумки, рамочку. Ну, в общем, перекликается все между собой. И сделала вот такие ручки. Смотрите, я сшила из бязи болотного цвета планку. Все это у меня проклеено дублерином. И сверху просто настрочила мебельную ткань, тоже проклеенную дублерином. И также посерединке проложила декоративную строчку. В общем, ручки у меня полностью готовы, но крепить я их буду чуть попозже. Сейчас моя задача заключается в том, чтобы вот эту деталь верхнюю соединить с боковинками. Боковинки у меня с подкладом. Для этого я найду серединку на боковинке, отмечаю снаружи и отмечаю
изнутри. Мне так почему-то всегда удобнее работать. Затем, посмотрите, нахожу здесь серединку. Середина — это как раз середина самой молнии. Прикладываю, прокладываю строчку и запаковываю сразу шов. Итак, пришиваю 2 боковинки с одной стороны и с другой стороны. И запаковываю швы. Затем возвращаюсь к вам. Деталь эту полностью я доделала. Посмотрите, какая она у меня получилась большая, длинная. Верх сумки плавно переходит в боковинку и переходит в донышко. Швы у меня запакованы, ничего здесь не видно. Все аккуратно, все замечательно. И дальше мне эту боковинку надо пришить к частям сумки. То есть все соединить вместе. Есть два варианта. Если вы уверены в своих размерах, то вот эту большую деталь соединяйте как бы в колесо. Делаете здесь шов и также его запаковываете, как вот эти швы. И потом уже вот эту большую круглую деталь соединяете с половинками сумки. Но я делаю по-другому. Я не всегда попадаю в нужные размеры. Для этого я беру боковинку сумки. Вот возьму с этой, начну. Нахожу на ней серединку. Соединяю с серединой вот этой большой детали. Скрепляю между собой. И вот так по всему периметру скрепляю прищепочками. Можно это делать, конечно, и булавочками. Кому как удобнее. Сейчас все скреплю и объясню дальше. Скрепила 2 детали. Посмотрите на прищепочки. Сейчас объясню более подробно. Я прокладываю строчку вот с этого места, снизу. Посмотрите, видите, у меня здесь донышко внахлёст идет друг на друга. Я не дошиваю от начала донышка, то есть от этого места, буквально 1,5 сантиметра. Прокладываю строчку по всему периметру сумки. И также здесь не дошиваю примерно 1,5 сантиметра. Вот эти места у меня свободные. Затем переворачиваю работу, прокладываю строчку, сшиваю 2 детальки донышка между собой и запаковываю шов, как делала в первом варианте. И затем уже дошиваю строчку до конца. Все. Дальше я запакую шов по всему периметру, переверну работу, возьму другую деталь сумки, пришью боковинку и запакую шов. Сделаю все то же самое, что и делала с предыдущей стороной. Итак, работа моя практически подошла к концу. Посмотрите, 2 половинки сумки я сшила между собой, сделала донышко, запаковала срез, затем выкроила бейку в размере 4,5 сантиметра, пришила ее по периметру, отвернула, наметала, и теперь мне осталось сделать один шов. Можно шов сделать на машинке, а можно это пришить все потайным швом. Все, сейчас я это сделаю с одной стороны, сделаю с другой стороны, и моя сумка будет практически готова. Мне останется приделать только ручки и показать вам, что у меня получилось. Работу свою полностью закончила. Вот такая у меня большая получилась сумка-косметичка, что в принципе мне и нужно было. Мне нужна была большая дорожная сумка-косметичка, которую я буду возить в багажнике, и в ней будут лежать определенные вещи. В принципе, работой я своей довольна. Она получилась интересная, а самое главное, с задачей все ткани и все материалы в одной цветовой гамме я полностью справилась. Сейчас вам поближе покажу, как я сделала ручки. Показывать крайне неудобно, так как сумка получилась очень большая, и в экран она у меня не входит. Итак, покажу сейчас ручки. В плястике, которые у меня были пришиты на сумке, я продела алюминиевые колечки зеленого цвета. И в плястике, которые у меня пришиты были на самой ручке, я тоже продела это же алюминиевое колечко. В общем, вот так прикрепила ручку. Мне кажется, это выглядит интересно и симпатично. Также сделала дополнительный декоративный элемент. Это подвесила вот такую кисточку. Кисточка у меня полностью подходит по цвету. И мне кажется, это достаточно симпатичный элемент. В общем, вот такая у меня получилась сумочка. Сейчас обязательно ставлю фотографии своей сумки, потому что смотрю на камеру. Камера меняет цвет, и сумка получается какая-то блеклая. Но на самом деле она получилась яркая и симпатичная. Мне кажется, она немножко у меня в восточном стиле.
Если вам понравилась моя работа, ставьте лайк. Если не понравилось, конечно, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на мой канал. У меня для вас много нового и интересного. Ну а я побегу посмотреть, какие работы сделали девчонки на своих каналах. На канал Мисова Деним к Милене Щепак и на канал Алла Кобец, Кали Кобец. Пойду смотреть, какие работы сделали они. Пока-пока, до встречи на моем канале.